И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас 22 марта, и второй мой материал будет традиционная сводка с фронтов, и плюс в конце еще будет одно интересное замечание. Начинаем традиционную сводку. Что у нас на южном направлении? Очередной удар по Николаевскому гарнизону, кстати, очень примечательно, уже, по-моему, четвертые сутки подряд наносится очень серьезный удар по той или иной воинской части, либо по тем местам, где сосредоточены украинские военные. То есть очень похоже, что российское командование решило нанести Николаевскому гарнизону как можно большее количество потерь, и такая активность может быть связана либо с готовящимся штурмом города, либо с активностью уже на другом, более дальнем одесском направлении, с тем, чтобы Николаевский гарнизон никак не мог повлиять на дальнейший ход сражения. Также приходят данные о том, что российская разведка, то есть разведка воинских подразделений, проявилась и в Кировоградской области, а в районе приграничных городов Днепропетровской области, которые составляют дальние подступы к Кривому Рогу, наносятся артиллерийские удары по тем позициям ВСУ, которые были выявлены. Причем в ответ практически нет ударов со стороны ВСУ. То есть артиллерийская группировка на этом направлении у ВСУ довольно слабая. То есть вот так выглядит ситуация на южном направлении. Теперь переходим к Мариуполю. Поступили сообщения о том, что российские войска вошли на территорию Азовстали. Причем вошли именно с западного направления. То есть, как я могу понимать, все жилые кварталы в этом направлении уже должны быть либо заняты российскими войсками, либо там происходят уже зачистки. Пока других новостей с этого направления нет, надеюсь, они появятся к вечеру. Переходим на Кураховское направление. Здесь постепенно российские войска продавливают оборону противника. Взято несколько населенных пунктов, и очень примечательный момент. На карте, которая всегда расположена за спиной руководителя пресс-службы Министерства обороны Российской Федерации Коношенкова, город Угледар уже показан как территория, занятая российскими вооруженными силами. Тем не менее, в официальной сводке о его занятии пока нет ни одного слова. И также сегодня утром пришло подтверждение о том, что официально Марьинка, очень важный западный пригород Донецка, занят и зачищен от противника. И таким образом украинские войска южнее от Курахова попадают в очень неудобное положение. По мере развития наступления на этом направлении войска ДНР уже по сути будут находиться в тылу украинских подразделений, держащих оборону на реке Сухая Яла. И надо полагать, что в ближайшее время им придется сниматься с этих позиций и отходить на север. Также приходит все больше и больше сообщений о том, что ДНРовские войска постепенно продвигаются восточнее Авдеевки в северо-западном направлении. Бои идут на рубеже линии реки Каменки. И прорыв этой укрепленной линии украинских вооруженных сил грозит уже отсечением Авдеевки с севера. Бои идут на протяжении всего дня очень ожесточенно. Это говорит о том, что все-таки украинское командование не дало разрешения ВСУ покинуть этот район. Итак, с этим направлением понятно. Также продолжаются бои в районе Попасной. Занято несколько незначительных населенных пунктов. В районе рубежного Северодонецка, Лисичанска пока серьезных боестолкновений нет. Идет обмен ударами артиллерии. И также больших наступательных действий в районе Изюма не наблюдается. Под Киевом тоже очень примечательный момент. Мэр Борисполя объявил об эвакуации города, обуславливая это тем, что российские вооруженные силы подходят к его границе. И действительно, все говорит о том, что российские вооруженные силы уже в ближайшие несколько дней могут появиться на границах города. То есть удержать линию на дальних подступах к Борисполю украинским вооруженным силам не удалось. То есть медленно, но уверенно российские войска приступают к плотной блокаде Киева с восточного направления. И также сегодня пришли сообщения о том, что возобновились очень серьезные бои в районе Бышева. Идет очень интенсивная работа артиллерии со стороны российских войск, со стороны украинских вооруженных сил. А вот после вчерашнего, вернее уже позавчерашнего поражения артиллерийской группировки на севере Киева крылатыми ракетами, командование ВСУ на этом направлении говорит о том, что ресурсов дальше какие-то наступательные действия производить здесь у них нет. То есть артиллерия ВСУ после подавления этой батареи стала очень и очень пассивной, что позволяет российским войскам надеяться на успехи и здесь. Пока результатов этих боев у меня нет, надеюсь, к вечеру что-то прояснится. Вот это примерно так выглядит ситуация на сейчас, примерно 11 часов утра 22 марта. Ну и в конце краткое сообщение, о чем я хотел сказать. Вы знаете, вот я смотрю на риторику официальных представителей киевских властей и вижу, как она серьезно меняется. Вот если, например, пару недель назад тот же, например, Арестович, это же говорящая голова офиса Зеленского, говорил о том, что, ребята, потерпите 2 недели, через 2 недели мы перейдем в контрнаступление, то сегодня уже отодвигаются сроки контрнаступления на 3-5 месяцев. То есть
Украинцев призывают потерпеть еще 3-5 месяцев оборонительных тяжелых боев. За эти 3-5 месяцев мы, конечно, безусловно, накопим большие силы и отбросим противника. То есть мы видим, как смещается риторика властей, которые прекрасно понимают, что ситуация на фронту аховая, но каким-то образом они пытаются удерживать уверенность украинцев в том, что они побеждают. Ну а другого пути, как я показывал в предыдущих материалах, у них просто нет. Все, вот теперь точно все. На этом пока до свидания и до вечерней сводки.